Оккупанты используют новые, более мощные шахеды. В Украине меняются правила мобилизации, а конфликт в руководстве выплескивается за рамки украинских медиа. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Евросоюз определил новое направление для расширения, и это не Украина и не Молдова. Европа не может сказать, что она действительно едина, пока Западные Балканы не войдут в европейскую семью и европейские институты. Помощь для Киева может оказаться под угрозой из-за внутреннеполитических расприй. Это очень демотивирует главкома и, главное, мешает командовать всей армией. Йеменские хуситы запустили ракеты по американскому военному кораблю. В Пентагоне не говорят детали. Вооруженные силы Йемена продолжают препятствовать плаванию израильских кораблей в Красном и Аврийских морях. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии. Это очень важно для того, чтобы мы понимали ваше отношение к происходящему в мире. Поехали! Россияне атаковали критические объекты Прикарпатья дронами, большая часть которых была сбита. Всего Россия атакует 9 украинских областей на протяжении ночи. Кроме того, оккупанты начали использовать шахеды с обновленной боевой частью. Об этом пишут и сами российские военные блогеры. Якобы в этом новом шахеде около 40 килограммов термобарического заряда с несколькими взрывателями и называют его супермощным оружием. В воздушных силах вооруженных сил Украины тоже заметили видоизмененные шахеды, в основном с перекрашенной в черный боевой частью. Мы сделали вывод, что он был окрашен или дополнительно использовался еще композитный материал, такой как карбон, который тоже может быть черного цвета. Подтверждения, что таких шахедов было много, нет, но такой случай уже есть. По моей информации, такой шахед тогда был только один, который, возможно, экспериментально выпустили, чтобы посмотреть, как на него отреагирует наша противовоздушная оборона. Но он тоже был уничтожен, как и те, что полетели в последующие дни. Правила мобилизации в Украине меняются. Верховная Рада работает над такими изменениями, и направлены они скорее на демобилизацию срочников, которые отслужили свое, и тех, кто воюет с первого дня войны. Изменятся правила для получающих образование. В целом для тех, кто поступает в вузы во второй или третий раз, поменяется многое. Для того, чтобы провести профессиональную ротацию, нужно подготовить определенное количество военнослужащих ВСУ и других сил обороны. Собираются разработать правила для иностранцев и лиц без гражданства. Собираются установить отпуск и денежное довольствие для тех, кто вернулся из плена. Ну и так далее. Будем ждать окончательного текста. Президент Болгарии наложил вето на поставки старых БТРов для Украины. Ранее некоторые депутаты выражали свое несогласие с тем, чтобы отдавать старую технику, которую МВД страны не использует, аргументируя это тем, что за транспортировку как минимум все равно платить Болгарии. Президент страны сказал, что, цитирую, «депутаты не были в достаточной степени ознакомлены с конкретными условиями передачи», конец цитаты, поэтому не могли оценить влияние на безопасность страны. Как и то, является ли техника в принципе устаревшей. Я руководствуюсь убеждениями, что безопасность, здоровье и жизнь болгарских граждан должна быть первоочередным приоритетом. Радев называет задачи, возложенные на МВД, задачами военного времени, а значит, что в лучшем случае страна готовится к обороне. Насколько Россия готова напасть на восточный фланг НАТО? Она готова была нападать на восточный фланг НАТО и 2 года назад. И сейчас она языками своих главных глашатаем российских политиков в виде выступающих на ток-шоу на российских очень часто повторяет о том, что их целью является Лондон, Париж, Нью-Йорк, Берлин. Поэтому, конечно же, это в головах и в сладких мечтах многих россиян есть пройтись грязным сапогом по теплым постелям Парижа. И понятно, что этот вопрос не снят с повестки дня пока, но его снять с повестки дня можно, опять же, поддержкой Украины. Выделение средств на оборону Украины тоже может сорваться. Помощь от Евросоюза может быть под угрозой
И тоже из-за внутренней политики блока. Financial Times пишет о том, что 50 миллиардов евро в качестве помощи Украине могут оказаться под угрозой, могут быть просто не включены в бюджет Евросоюза. Издание «Политика», основываясь на якобы неопубликованном проекте нового отчета Пентагона об оборонной промышленности, пишет, что оборонпром имеет недостаток мощностей для обеспечения необходимых для удовлетворения полного спектра потребностей военного производства и с необходимой скоростью и в необходимых масштабах. Стало понятно, что недостаточные производственные мощности и возможности поставки являются глубоко укоренившейся проблемой на всех уровнях цепей поставок. Но с другой стороны, Ллойд Остин, глава Пентагона, накануне заявил, что поддержку обоих партнеров США оборонная промышленность и бюджет страны потянет. В Верховной Раде Украины тоже уверены, что помощи меньше не станет. Те аргументы, которые он высказал, мне кажется, они были направлены, с одной стороны, на американскую аудиторию, для того, чтобы в понятной, четкой форме объяснить им, почему необходимо поддерживать Украину. В то же время эти аргументы были направлены и на союзников США, союзников по НАТО, и вообще, так сказать, были направлены на весь мир практически. Потому что действительно, почему будущее человечества зависит от победы Украины над российским агрессором? Потому что если, не дай бог, не удастся обеспечить полную победу и освобождение всех оккупированных сейчас, временно оккупированных Россией территорий, то тогда будущее человечества находится под угрозой. Европейский Союз планирует расширяться и укреплять внутренние связи. Правда, каждый видит это расширение по-своему. Или заявления все одинаковые, или Западные Балканы действительно имеют больше шансов на вступление, чем Украина или Молдова. Европа не может сказать, что она действительно едина, пока Западные Балканы не войдут в европейскую семью и европейские институты. Президент Вучич хорошо знает, что он может рассчитывать на поддержку и усилия Италии, поскольку мы являемся частью Совета ЕС, что также очень важно с этой точки зрения для ускорения постепенного доступа к единому рынку, что было указано в плане роста, предоставленном Европейской комиссией. Пожар в Москве на складе завода специализированных автомобилей. Площадь возгорания более 2000 квадратов. Газета «Ру» пишет, что завод входит в десятку крупнейших в Европе. Но теперь, видимо, не входит. Анализ замеров воздуха не установил чего-то более вредного, чем воздух в Москве, то есть загрязнения нет. Американский эсминец и торговое судно попали под обстрел в Красном море. Об этом пишут Associated Press. В Пентагоне говорят, что знают, откуда велся обстрел, но ничего не уточняют. В Израиле отрицают атаку и говорят, что как минимум до сектора Газа ничего не долетало. Сегодня были выпущены ракеты по 2 коммерческим судам, не имеющих никакого отношения к государству Израиль. Я повторю это, чтобы было понятно, без всякой связи с государством Израиль. Одно судно получило значительные повреждения, одно терпит бедствие и, по всей видимости, находится под угрозой затопления, а другое судно получило легкие повреждения. Тем временем боевики Хути в Йемене заявили о своей причастности к атаке, и что одно из судов все-таки поразили ракетой. Ну и еще одно дроном в Аденском проливе. Но о присутствии американского эсминца они почему-то не упоминают. Вооруженные силы Йемена продолжают препятствовать плаванию израильских кораблей в Красном и Аврийских морях до тех пор, пока не прекратится израильская агрессия против наших стойких братьев в секторе Газа. Вооруженные силы Йемена вновь предупреждают все израильские суда или суда, связанные с израильтянами, что они станут законными целями, если нарушат содержание этого заявления и предыдущих заявлений, сделанных вооруженными силами Йемена. Вероятный конфликт в украинском руководстве расширяется, по крайней мере, в медиа. «Украинская правда» публикует ряд статей, касающихся якобы конфликта главнокомандующего Вооруженных сил Украины Залужного и президента Украины Владимира Зеленского. Одна публикация фактически касается субординации. Один из источников говорит «Украинской правде», что президент, минуя главнокомандующего, сам отдает приказы генералам.
Понимаете, порой есть впечатление, что Зеленский имеет два вида ВСУ. Хорошие, которыми командуют Сырский и другие фавориты, и плохие, которые подчиняются Залужному. Это очень демотивирует главкома и, главное, мешает командовать всей армией. Хоть это на 100% не противоречит, но не совсем стыкуется с уставом вооруженных сил. Хотя, в принципе, очень даже реально, хоть и выставляет Владимира Зеленского в том свете, в котором любят это делать в России. С другой стороны, «Украинская правда» пишет, что генерал Залужный жаловался главе Пентагона во время его визита в Киев на вмешательство со стороны офиса президента в работу главкома. Остин потом же нам рассказывал, что Залужный жаловался, как ему мешают, что офис не такой, тот не такой, другой не такой. Ясно, что и президент о таких разговорах узнал, и они не способствуют доверию. Вся эта ситуация не способствует доверию, а значит, при ее оценке нужно взвешивать все детали. Следите за ними вместе с нами и не забывайте подписываться на наш YouTube и Telegram-каналы. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие, жду ваших лайков, репостов и комментариев. Как обычно, подписывайтесь на наши странички, это очень важно и совсем недолго. На этом все, до встречи и хороших вам новостей.